Я Олег Тарасов, и я строю курортную недвижимость в США. Казалось бы, возникнет вопрос, зачем вы купили этот участок, трасса, трава, непонятно что, но вы посмотрите на этот вид, как минимум на $3 миллиона. И вот эта area, это самый популярный горнолыжный курорт в Сиэтл-эрии, да, в штате Вашингтон, приближенно к Сиэтлу, самый популярный. Здесь, когда начинается снег и когда он заканчивается только в апреле, а начинается в октябре, overbook. Вся недвижимость забронирована, вы не сможете. То есть, чтобы сейчас попасть вам на декабрь, вам нужно попробовать сейчас забронировать вот эти вот дома уже, которые построены, но они будут заняты. Вы не найдете букинга. Как вы можете увидеть, здесь уже построены дома вокруг этого. Да, здесь, кстати, это последний участок, который здесь продавался, именно вот в этой эрии. Здесь стоят уже дома, да, но, казалось бы, они тоже продаются, их тоже можно купить. И вопрос, почему должны купить именно наш дом? Те фишки и те технологии, которые мы используем в строительстве этого дома, никто не видел. Но когда он будет стоять уже здесь, любой человек, который зайдет, они за него будут бороться. Все покупатели будут за этот дом бороться. Это единственный будет дом. Так же, как наш дом Flip, который вы видели в предыдущем видео. Он единственный в своем роде вообще в мире, да? Так этот дом будет такой же единственный в своем роде в мире дом. С именитым архитектором, если вы будете за нами следить, мы будем делать с ним интервью, когда он приедет сюда на закладку этого дома. Это очень знаменитый архитектор в Европе и вообще, в принципе, в мире. Он работает с нами. На этом проекте и на всех наших остальных проектах мы создали консорциум, в котором его архитектурное бюро разрабатывает наши дома. С нами невозможно будет конкурировать. Объясню почему. Если вы обратите внимание, видите, стоит машина, вон его дом. Только здесь. И вот везде стоит no parking, no parking, no parking, здесь no parking. Здесь вот так вот снег засыпает. То есть им надо приехать, почистить снег, чтобы люди, которые сняли их дом, могли где-то припарковаться. Здесь такая колея, да, снег, чтобы я вам сказал, вот так вот снег, по грудь. У нас мы сделали такую концепцию, у нас заезд здесь, 3 машины впереди, 3 машины сзади, 3 парковочных места. И эта поверхность подогревается. То есть любой выпадающий снег, он моментально тает и стекает в правильные, то есть у нас желоба, кто-то скажет, там сосульки будут, не будет никаких сосулек, все там предусмотрено. То есть это будет площадка, здесь будет снег, мы здесь платим HOA, которые очищают главную дорогу, и просто вот заезжаете, и ничего не нужно. То есть технология строительства нашего дома позволяет вести автономный бизнес Airbnb. Максимум, кто вам нужен будет, это только уборщица, которая приезжает, где-то здесь живет, возможно, приезжает просто поменять постели там и еще, все остальное. То есть автоматически включается сауна, мобильное приложение специально для наших домов, которые мы строим. У нас свое мобильное приложение, которое обеспечивает его работу, если вы хотите сдавать его на локейшн. Если вы не хотите его сдавать, то вы можете использовать это мобильное приложение чисто для себя. Включить сауну перед приездом, там, не знаю, заказать уборку дома, опять же, в этом же приложении, заказать почистить вам снег, если нужен, помыть окна. Что еще? Включить hot-tub кнопкой, чтобы работал, открыть замки, отправить вашим клиентам коды от замков, либо NFC доступ к замкам электронным. Если вы решите сдавать этот дом покомнатно, это тоже возможно. На каждой комнате тоже электронный замок свой. То есть снял у вас номер 1 комнату, только номер 1 комната открылась. Мы разработали такую концепцию наших домов, чтобы отзывы клиентов были минимум на 4,9. 4,99, вот так. Наверное, интересно, что я здесь делаю. Я ищу коробку электрическую, потому что ни утилити-компания, которая поставляет сюда электричество, ни каунти, ни город местный, ни соседи, никто не знает, где на нашем участке находится electrical box, такой power box.
к которому нам нужно подключиться. То есть это я уже был здесь где-то 2 недели назад, пытался. Сегодня трава еще выросла. Вот я пытаюсь вот этой вот фигней ее сделать, но ничего не получается. Ой, надо было чувака поймать, excavation, чтобы нам сделал. Ну ладно. Очень интересно, что они хотят делать, потому что мы заказывали здесь много работ. Половину уже произвели. Эту половину я не знаю, куда он. Наверное, что-то проводить хочет. Ну ладно. Cut off or cut on? You have to exercise them once a year. So cleaning them out, then exercising them. Мы сейчас получаем пермит на разработку участка, типа на выравнивание участка, и просто все это выкашиваем, вывозим дерн. Если меньше 100 ярдов ты вывозишь грузовиками, то разрешения особого не нужно. Это уведомительная работа. Просто мы уведомили, и через 2 недели начнем здесь это делать. И тогда найдем, я надеюсь, эту коробку. Как вы уже знаете, я уже 6 лет занимаюсь ремоделингом в Америке. И, наверное, на 2-й или 3-й год занятия этим бизнесом меня не покидала идея делать что-то не на финального клиента, а делать для себя, да, там, не знаю, флип какой-то сделать, но именно для себя, чтобы самому отвечать за все этапы, чтобы не ходил тебе никто там, не понукал, не потакал, там, неправильно плитку положили, криво или там косо или еще что-то. Меньше нервов хотелось. Мы делали флипы. Вы можете посмотреть видео по последнему нашему флипу на канале. Здесь ссылочку поставим наверху. Исследуя весь рынок, я пришел к тому, что самое лучшее, чем нужно заниматься, это новое строительство. Очень страшно заходить в новую стройку. Ну, во-первых, самое первое страх – это найти участок, который приемлемый к строительству, который не кусается по цене, который находится в той зоне, в которой ты сможешь продать этот дом, да, построить его. Это первое. Второе. Необходимо найти финансирование. Как зайти, как купить. То есть здесь участок стоит $270 тысяч. Положить сразу $270 тысяч, заморозить их там на год, грубо говоря, ну, такое себе, да, никому не нравится. Но с перспективой того, что ты сможешь удвоить эту сумму через год, я думаю, что любому человеку, у которого лежат эти деньги, и он думает, с чего бы ему начать заниматься недвижимостью, это очень приличное подспорье, да? Даже можно сделать это постоянным бизнесом. Мы ехали смотреть участки в одном проекте девелоперский, там еще немного застроено домов в Клеолум. Заехали туда, посмотрели, там снег, да, красивые виды, но там участки стоили $500-600 тысяч. 1 акр, большой, хороший, да, участок, $500-600 тысяч. Мы дали там депозит, первый, внимание, депозит, забронировали участок, ехали обратно, остановились в кафе пить кофе, просто в Зиллоу, бац, и вылез этот участок. Просто вылез участок, вокруг все застроено, горнолыжка, соседние участки все на Airbnb. Мы заехали сюда, посмотрели, здесь вот так вот было снега, вот так. Вот это всего ничего не было, просто снег. Если вы видите вот это здание, это на нашем участке стоит, это конюшня. Здесь жил конь. И предыдущий хозяин приезжали и гуляли на них здесь. То есть здесь летом горнолыжка, зимой горнолыжка, летом mountain bike, trails и катание на лошадях. То есть он сдавал лошадей под, как activity, аттракцион, короче. Мы его посмотрели, нашли продавцов, подписали документы, дали депозит, начали изучать так называемый feasibility период. На землю мы всегда берем длительный feasibility 3 месяца. Но на этом участке мы его закончили намного быстрее, потому что, в принципе, здесь есть самое главное. Канализация, не нужны никакие разрешения на септик, вода и электричество. И все это на участке. Но здесь эти люди закопали свой участок, засыпали. Там сосед прифигачил дорогу, то есть тоже засыпал, отсыпал уровень и заасфальтировал ее. Чтобы это найти, сейчас нужно все это косить. То есть на это уходит очень много времени на поиск.
здесь вот так вот участок соседа, да, он себе поставил, ну, такой стол, да, он приезжает сюда на мобильном доме, подключается, здесь же у него канализация, спускает трубу канализации и живет здесь зимой. И электричеством пользуется. Вон там вот серый ящик, вот это Power Box. Вот мне нужно его найти на участке, чтобы его сюрвеер отметил на плане перед подачей на пермит в городе. Как вы видите, состояние участка, найти мы его не можем в этом состоянии. То есть это надо было делать либо в межсезонье, когда сошел снег и еще не выросла трава. Но я покосил, тут покосил, там покосил. Короче, там, где он должен быть, там его нету. Скорее всего, он засыпан либо этим грунтом, либо соседом. Как я уже сказал, мы сейчас делаем уведомление на расчистку участка, расчищаем его полностью и уже готовим под фундамент. И тем самым найдем мы это все. Как бы логически, ну, вот граница участка нашего, да, вот так вот граница, вот тут сосед, типа, да, это наш участок. Там тоже граница участка, наш участок. Там дорога. То есть логически, где должна быть канализация, главное идти, да, либо по дороге, либо по границе участка. Но не тут-то было, мы очень счастливые и удачливые. Канализация идет 20 фит вглубь нашего участка. Вот он. А теперь смотрите. Сначала это было вот здесь. Первый раз, когда приехал Utility District отметить нам участок. Вот это было здесь. Мы вызываем сюрвеера, платим деньги, он наносит здесь. Окей, начинаем ставить дом, поставили дом на чертеже. Все классно. Звонит этот инспектор Utility District, говорит, сори, мы все перепутали, он в другом месте. Приезжают. Вот отметка, еще одна. Здесь. Окей, стоят столбы. Все здесь. Ставим дом. Приезжаем, отправляем опять сюда, отправляем сюрвеера. Он наносит новую линию, опять платим деньги. Готовимся подавать пермит в город. Для того, чтобы подать пермит в город, мы должны получить отметку наличия воды, канализации, электрики на участке. То есть из PSI по электрике мы получили подтверждение, что оно есть. Но, правда, никто не знает где. По воде получили, а по канализации опять он пишет, сори, ребята, надо сделать, короче, более глубокие изыскания. Засунуть, вон там колодец есть, засунуть камеру с магнитом и специальным прибором пройти, поставить точки на участке, где находится ваша канализация. Третье, надеюсь, завершающее. То есть сместилась еще, вот она сюда, но она там немного нам как бы дает, куда она идет. Все отлично. Дом встает. Это заняло 1,5 месяца. И представьте, если вы купили участок или какой-то старый дом под снос, используя займы или хардмани, и вы каждый этот месяц платите процент. Поэтому и для партнеров, и для билдеров, и вообще, в принципе, для проекта самое главное – это использовать как меньше заемных денег. Лучше идти организовываться, идти в партнерство, покупать. Один партнер покупает участок, второй партнер делает пермиты за свои деньги, да, как бы все идет вложение. Потом все вместе получаем building, construction loan, builder, то есть мы как девелоперы, мы закрываем вопрос по билдингу, по construction, по архитектуре, по всем этим вопросам, строим дом, продаем и делим деньги. Я не буду говорить цифры по маржинальности этого проекта. Кому интересно и кто хочет поучаствовать в таких проектах, я вам скажу, что маржинальность от $1 миллиона. Вот сами думайте, какая может быть ваша прибыль в этом проекте. Пишите текст, месседж. Звонить, конечно, не надо, потому что все равно все звонки уходят в спам. Лучше написать текст, либо написать комментарий, я отвечу, мы свяжемся. Кому что интересно, расскажу по поводу новой стройки. Кто хочет, может купить эту конюшню. Мы ее разберем, вы ее перевезете. Там реально прям как конюшня сделана. Там, стояла лошадь, ее видно копытами, там, где у них кушать, где чего, покакать, как ее чистить. Пойдем покажу. Есть, конечно, бредовая идея ее продать.
разобрать, продать, перевести, может быть, даже установить в другом месте. Если кто-то знает, кому нужен домик для лошади, обращайтесь, мы его аккуратненько разберем и перевезем. Пойдем покажу, что там действительно внутри, что она действующая конюшня. Довольно-таки все в рабочем состоянии. То есть здесь стояла лошадка, вон там покушать, здесь что-то песочек. Пола, я так понимаю, нет. Там привязи, тут выходило. Будем, конечно, сносить. Ну, кому нужен, можем перенести. Это уже, можно сказать, готовый дом. То есть вы просто его берете, переносите на свой участок, ставите и продаете за $250 тысяч, как manufacturing house, вот так вот называется. И еще одна причина, почему именно этот участок мы выбрали в виде первого дома. Во-первых, то, что у него цена была всего $270. На следующий мы поедем, он стоит 350, и там еще есть за 600. Сейчас мы рассматриваем покупку этих участков в другой локации. Этот дом будет стоять вот так вот на восток. Где солнце у нас? На восток, да? Вот здесь вот восход солнца. Вот из-за этих гор будет восходить солнце у вас прямо в living room. Это 90-я дорога, по которой каждый день проезжают, я не знаю сколько, сотен тысяч, наверное, автомобилей. Мы повесим такой большой QR-код, на который можно навести с трассы, если вы хотите построить такой же дом себе. То есть как рекламная площадка, это просто вообще вот номер один. Дом будет трехэтажный, 6 спален, 8 ванных, сауна, хот-таб. На фасаде, который на восток, будет двойной свет, это living room на среднем уровне, который выходит прямо на дорогу. Внизу 2 спальни, сауна и там 2 туалета, мужской и женский, сауна, хот-таб. Еще в планах вот здесь получается то, что у нас канализация отрезала вон ту площадку. Там будет, мы рассматриваем этот вопрос, но я не знаю, получится, не получится, может быть новый владелец, кто купит. Там можно сделать бассейн. Прям ты выходишь из сауны, прям в бассейн. Это вообще реально. Я предполагаю, какие комментарии будут написаны, что трасса, спать невозможно. Но я строитель, я не думаю, не рассусоливаю, я делаю. И мы уже подали заявку на VDOT, Департамент транспорта штата Вашингтон, на установку защитных звукоэкранов, звуковых экранов. Технология этих экранов, мы предложили технологию, которая используется в Китае, потому что в Китае все вот так вот, да, и тут надо им ставить щиты. Эффективность очень большая, то есть у нас 3 барьера защиты, это вот эти экраны обратного звука, да, то есть он возвращает звук на дорогу. Потом деревья, живая изгородь. И наши стеклопакеты, 4-камерный стеклопакет. Это просто вообще здесь в Америке, ну вы все знаете, 2 стекла и все, и пожалуйста. Здесь будет 4-камерный стеклопакет. И 3 барьера звукоизоляции от дороги позволяют нам спать спокойно. Мало того, в самом доме спальни отгорожены еще вот этим стеклопакетом 4-камерным. И в спальнях еще, мы поставим здесь фотографию, вы увидите, в спальнях еще 4-камерный стеклопакет. То есть от спальни living room отграждается 4 слоя, и еще плюс спальня 4 слоя. В спальне 8 слоев. Потому что если ребята, ну кто-то спит в спальне, а кто-то гужбанит, там гуляет в ливинг-руме около камина зимой, да, очень прикольно, пьет пиво, и в спальне можно спокойно спать. То есть дом на всех уровнях, нету никаких пространств, не нужна никакая изоляция, именно ватная какая-то звукоизоляция, это все конструктив самого дома. Второе, деревянный брус, глюлам, да, который будет стоять между окнами посередине и по бокам. Он толстый, это звукоизоляция, то есть окно дает практически 95% звукоизоляции от этого. Внутри не будет слышно ничего. Мы уже делали тесты в Германии, где эти окна будем заказывать. И они показывали, ну, примерно такая же ситуация, как не слышно внутри. Сами стены дома сделаны по новой технологии. Это необычный американский фреймхаус. Это австрийская технология, технология стройки шале. Эта технология предназначена для сохранение энергии, это энергоэффективность и красота одновременно. Внутри это
просто очень современный дом, современность, которая держится на несколько поколений. Она не исчезает там через там, цвет плитки или еще чего-то. Через 5 лет нужно что-то апдейт делать. Этот дом, он работает долго. 30 лет он может работать в том состоянии, которое мы его сдадим. Что на фасаде, что в интерьере. Как я уже сказал, окна, двери, все составляющие, все европейского производства, с Австрии и Германии заводы. И дом здесь собирается. Мы строим дома, и мы выбираем локацию видовую. То есть это вид. Если вы видите этот вид, а утром вы увидите, вот как у вас в спальне встает солнце, это просто вообще отпад башки. Вы, конечно же, подписывайтесь, следите за нашим каналом, и через год вы увидите этот дом вживую. Если вы уже поняли, мы выбираем участки на курортах. То есть это локация. Следующий наш проект — это Монтана, горнолыжный курорт, самый-самый-самый-самый крутой в Америке после Колорадо. Колорадо следующий, но там участки от $3 миллионов, поэтому пока что надо насобирать баблишко. Я думаю, что про этот участок вам понятно, а сейчас поехали еще на более крутой проект. Не отключайтесь, будьте с нами, вы узнаете много интересного про новое строительство в США. Вот, видишь, какие строят? Вот, классно. Ну, это все американская технология. В прошлом видео я говорил о том, что как классно на проекте, да, покупая дом, иметь blueprint, да, ну, чертеж этого дома, рабочие чертежи дома. Так вот, с этим участком, с которого мы сейчас с вами уехали, возникла точно такая же ситуация. Вот это вот, ну, девелопер порезал участки в 68 году, то есть закладывались в 68-м, 70-м году закладывались канализации, там, вода, электрика проводилась, может быть позже, может быть раньше, хрен его знает. Ну, короче, когда мы коснулись того, чтобы нам сделали отметки перед тем, как мы будем делать excavation, сегодня 2-й месяц уже, да, идет. Вот только сегодня мы видим все отметки. Для них это вообще капец. Они еле-еле откопали главный shut-off valve, главный кран на воду на всю улицу. Сейчас они очнулись и провели нам, отметили, где у них телефонные линии проходят, где сама водяная линия. Ну, с канализацией я вам уже рассказывал, ну, вроде как разобрались. Вот сейчас мы едем в Utility District, закрыть уже этот вопрос окончательно, отдать чек, чтобы нам пошли и начали подключать воду на участок. Сейчас познакомился с соседом, вышел, предупредил, что там у них что-то тут сливается, что-то там у них сливается. То есть, ну, это такое дело, как бы нельзя лить воду public water, да, когда у вас тает снег, на мой участок. Но так как он стоял пустой, они, чтобы затопление на дороге избежать, просто туда хернули трубу. Мы сейчас соберем, когда начнем копать, найдем эту трубу и выставим счет всем для переноса трубы, всем, кто заинтересован в том, чтобы их не топило. Вот, потому что наш участок, в принципе, при этом не топит, а топит соседа. Этот сосед взял, поставил, я вам уже говорил, поставил асфальт и перенес трубу, чтобы наш участок лилась вода. То есть нам нужно сейчас за свои, как бы, деньги, они так думают, протянуть ее дальше. Но ничего подобного, они будут все платить за то, чтобы мы ее протянули туда дальше, до трассы главной. Вот подобно, ну, блядь, все равно не то. Это все это вот американская хрень, деревом отделали. И вот это дерево, видишь, во что превращается? Посмотри. Вон там. Вот, ну, хороший, но пройдет 5 лет, вот этот дом будет как вот, ну, такой. Сейчас мы идем в Utility District сдать чек для того, чтобы нам начали воду подключать. Когда попросили прислать инвойс, мы как привыкли, да, открыл телефон, нажал кнопку, ввел карточку, оплатил и все. Но нам пришлось ехать сюда, чтобы отдать чек физически. То есть эта area до сих пор живет в 20 веке. How can I know 100% it's installed? Can you send an email? Yeah? Okay, thank you so much. We like the money. Можно дропу? Все-таки в таких небольших городках, да, и в каунти, в маленьких, люди намного проще, они более спокойны, нежели это в Сиэтле или Кинг-Каунти. Кто занимается стройкой, тот знает, о чем я говорю.
Здесь, по сути, дикая природа, очень много оленей гуляет, очень много. И случается, что заходят медведи, и здесь специальная конструкция баков для для мусора. Она не позволяет открыть его медведю, то есть там как-то так замок еще. Но если увидим, то покажу, как он выглядит, этот бак. И вот этого не было буквально еще, наверное, месяца 4 назад. Этого не было. Вот он, Pine Ranch, на правую сторону. На правую сторону пошел новый, вон стоит, Development Project. То есть новое электричество ведут дополнительно. Все плейсы вот так вот там разрабатываются. Видите, ведется работа, не стоит как в Сиэтле или в округе. Плейс разработали, и там никого нету. Здесь подводят подводят коммуникации, начинают стройку. Начинают реально вот возводить каркасы. Вот мы сюда едем, вот это Санкади, это курорт. Что-то движняк такой, вроде как рабочий день. Вот, сейчас вот мы заезжаем конкретно в наш курорт, где мы будем строить дома. Вот она, Санкади. Можете набрать в интернете, посмотреть, что здесь представлено. Отели, активити, гольф-поля. Если вы видите, очень много гольф-полей. Я думаю, что мы покажем с Google карт всю вот эту вот, это глобальная такая, это прям огромный туристический город. Это не просто курортик какой-то там, да, это огромный туристический город. Вон идет стройка дорог, прям конкретно строительство. Здесь есть искусственные озера, есть дома с видом на реку, есть дома с видом на гольф-поле, есть дома с видом просто в лесу. Мы сейчас заедем в офис. Если нам удастся, мы покажем вот эту всю, кстати, карту сверху. Там стоит такая экспозиция прям. Да, скорее всего, он открыт. Я вижу, что на парковке есть люди. Нам нужно решить один вопросик по второму участку. Кое-какие документы получить. Если мы успели, то это хорошо. Здесь нет сетевых кофеен. Здесь все они крафтовые. Нет сетевых магазинов никаких, они все оригинальные. Мы сейчас заедем на новый place. Это в этом году только открыли как public place, там рынок, маркет, кафе, ресторанчики такие прям с недорогими ценами, потому что рестораны здесь довольно-таки дорогие. А что ты собираешь? Не надо, рюкзак брось в машине, я даже закрывать не буду. Здесь ничего не воруют. Мы сейчас... You ready? You want to reach out and We're ready. okay. So, It, you have my card. I just 9, 10, 11. Это гольф, this river, luxury resort. Yeah. you said it. Say it one more time. Yeah. Во-первых, здесь у каждого дома есть свой стиль, он утверждается. Во-вторых, здесь у билдера, если мы хотим, то есть нам нужно здесь построить сейчас 3 дома, 3 типовых проекта, как бы они называются, спецификация, да, 3 спецификации под свои нужды. Мы эти 3 проекта мы будем их ставить здесь, то есть их будут рекламировать в отеле, по телевидению, буклеты во всех активити раскладывать, то есть нас будут рекламировать как билдера для людей, которые хотят купить участок. И для людей, мы уже здесь как билдеры, в принципе, нам уже дают скидку, там, грубо говоря, за опт, да, и мы берем 2 участка, нам дают скидку. Мы берем 3 участка, нам дают еще больше скидку, то есть меньше стоимость. Когда покупатель, который здесь welcome, да, такой пришел, типа там отдыхать приехал, смотрит, я хочу вот такой дом, он обращается в офис его отправляет к нам, но мы, как билдеры, изначально получаем скидку на участок. Изначально. Потом мы, как билдеры, получаем скидки на все годовые абонементы на гольф. Не для себя, а для этого клиента. Для этого владельца участка. Но, что самое интересное, мы не выступаем в роли контрактора. Мы не хотим быть генерал-контрактором. Вот я не хочу им быть вообще просто. Я хочу быть компанией, которая купила участок, построила, продала дом. Чтобы не было того конечного покупателя, который мне будет ходить, делать голову. Каждый день там смотреть, что-то делать там. Сегодня ему одна краска, завтра другая краска. Поэтому мы идем по модели того, что объединяемся, покупаем вместе участок, вместе получаем construction loan, вместе строим дом и вместе его продаем. И вот таких ячеек вместе у нас может быть
покуда здесь не закончатся участки. А пока что еще есть. Смотрите, обращайтесь, и мы можем взять очень хорошую цену. Вы такого, ну, не знаю, любой, кто здесь бывал, это просто, ну, это место такое, место притяжения. Вот смотрите, мы сейчас проедем, посмотрим around. Сейчас мы заедем это только в этом году, буквально вот пару месяцев назад, открылась public place, так называемый, там, маркет, все, что, ну, я говорил уже. Вот мы сейчас заедем, посмотрите, как это все выполнено. И вот это маленькие дома, если видите, видно? Вот это вот маленькие дома, видите, они, это в основном покупается как инвестиция под vacation. То есть они просто сдаются, и вы получаете свои, ну, как это, доход, ежегодный доход определенный, там 7%, 8% от стоимости этого дома. Вот сейчас впереди это как кондо, вот, как кондо, там квартирки, тоже, которые сдаются, вы их можете сдавать как отельный, ну, как отельный бизнес, да, вы можете отдать в управление и сдавать, либо можете сдавать сами, не запрещено, здесь шорт-терм разрешен на 100%. Будний день, посмотрите, парковка забита вся. То есть он там отель один, это Санкадия Inn, забит. Мы сейчас едем в Санкадия Резорт, который с видом на горы, там потрясающий вид просто. Сейчас опять забита парковка. Просто здесь, я не знаю, приезжаешь в субботу, воскресенье, понедельник, полный. Вот она, то, что я говорил, public place. Открываю, еще какие-то рестораны открылись, то есть все уже построено, все открывается, grocery shop, вот люди гуляют, это, как он называется, это гольф там, где они просто бьют мячик повсюду. И здесь все сделано в таком стиле, как бы лесном, да, как, ну, дома такие именно лесной стиль. И вот сейчас Фарфир, больше я скажу, он подходит к нам, но он построен по американской, все дома построены по американской технологии. Наша технология похожа в экстерьере, но в костях, так сказать, да, дома абсолютно другая история. Это Санкадия Резорт. Сейчас зайдем, возьмем кофеечку, и там на виде вида я еще расскажу про этот проект. Ну, кому интересно, вы можете зайти на Booking, либо просто на сайт резорта и посмотреть стоимость за ночь. Здесь, конечно, проходят разные акции, но на 4 июля 2 ночи стоили $960. Это в отеле комната маленькая. Все это другие дома, которые здесь сдаются, дома, квартиры отдельные, ну, вот в этом кондоминиуме, либо маленький домик, они все намного дороже. То есть от $1000 в сутки стоит дом, там 2-3 спальни в рент. И посетители имеют доступ ко всем бассейнам, фитнесам, кто снимает в аренду. Гольф, по-моему, оплачивается отдельно. Тот дом, который человек хочет сдавать, у него должен быть абонемент на гольф, чтобы его жильцы могли играть в гольф. И это именно то, о чем я вам говорил. Посмотрите на этот вид. Это почему здесь полные парковки. И, ну, как бы вторник и 4 часа вечера уже в баре люди сидят. Давай закажем кофе. Кстати, здесь очень крутой кофе. Просто очень. Starbucks рядом не стоял. Я реально говорю. Просто берешь чашечку, и сейчас мы пойдем туда, выйдем на улицу, и вы увидите вообще, о чем речь. Это просто, ну, не захотеть купить здесь участок, построить дом и продать его, на этом заработать, надо быть просто, ну, очень недалеким человеком. Здесь мерч у них свой для прогулок. Еще этот отель pet-friendly. То есть ты можешь здесь жить с собаками, большими, маленькими, какими хочешь. Хороший вопрос, про кошек не знаю, не видел ни разу здесь кошек. Пойдем посмотрим сам вид. Та-да-да! Масштаб, посмотрите, какой масштаб. Ух, там река внизу. Вот бассейн, это летний бассейн.
Он с подогревом, работает ну, до позднего так как бы холодов. Вот архитектура самого отеля, да, очень. Вот это интересный факт, вот посмотри. Видишь, такие чопики стоят над. Это то, что я говорил про такие. Это обогрев крыши, чтобы снег не застаивался. И вот здесь провода, вот видно, серые провода уходят в гаттерсы. И во всех гаттерсах вот здесь, чтобы не заледенело, вот здесь тоже внутри тоже провода, которые греют воду. Ну, нагревается, это все стекает хорошо. И вот они, вот их хорошо очень видно вот здесь, посмотри. Вот такие же технологии будут на наших домах. И в Сноколме, и здесь. Вот они. Вот, это обогреватели. Они греют гаттерсы. И вон те все чопики на крыше железные, они все обогревают крышу. И то есть здесь снег не стоит. Вот, все утекает. Это важно для нагрузки, чтобы уйти от нагрузки и чтобы не заледеневало. Потому что ну, чем больше у тебя будет снега, у тебя будет нагрузка. Тогда у тебя другие расчеты. Тебе нужно фундамент строить очень дорогой. Перекрытия, балки делать очень дорогие. То есть это ну, специально, чтобы... И если вот сейчас ты покажешь, все крыши, нету плоских крыш здесь, да, все крыши такие, хотя мы будем там проезжать на тех участках, там есть плоские крыши, но они все должны быть железные и тоже с обогревом в конце, чтобы тык-тык-тык-тык, все стекает. Здесь маршмеллоу делают вечером они. Садятся, тут не подойти, но ну, вечерком, когда... Здесь закат, сейчас вот в ту сторону, зимой в ту сторону. Ну, чуть-чуть вот так сдвигается, и прям получается зимой он вот так вот, прям как бы перпендикулярно отелю. Восход оттуда очень красиво, сейчас вот солнце стоит. С этим видом будет вот там то, что мы видели на экране, где на следующий год будут готовы вон те участки, где у тебя только от дороги одна сторона, и она выходит точно на такой же вид, на вот эту же реку. Она, вот так вот река идет, это где-то вон там получается. Мы туда, возможно... мы не заедем, потому что еще нет дороги там. Как бы это только в перспективе. Но мы их тоже застолбили, и кому интересно, тоже обращайтесь. Можем вообще их застолбить, как бы, и просто выкупить все. Там не так много участков, порядка 25 или 30. Наш дом будет иметь такие же балки. То есть вот все. Пойдем, мы кофе заберем, пойдем, я тебе дальше покажу. Вот весь стиль отеля, вернее, вся архитектура отеля, она практически передает наши дома. Это вот, ну, прям то, что я рассматриваю. Вот такой пол, видите? И пол, посмотрите, как он установлен на таких вот, как бы, как это, костыли, да, как вот ну, на железной дороге костыль такой вбивается туда, и он, ну, стачивается. Каждая досточка. То есть он никогда не разойдется. Он на клею, на гвоздях и еще на костылях. Этому отелю 25 лет, как он построен. Возможно, может быть, подкрашивали, что-то делали. Но вот он, видишь, столбы, балки, подшитый потолок. Все красиво, все практично, все, пожалуйста. Камень. Пол вообще в идеальном состоянии. Перециклевал его, засэндил новый. И вообще никаких проблем. Вот то, что я говорил, вентиляционные отверстия уже вшиты в сэндвич потолка. Вот так вот у нас будет также. Это не будет никаких навесных кондиционеров, как любят юниты, там на стене висит этот indoor юнит навесной. То есть все вшито уже в стены, в потолок и в крышу. В пол. Ну, пол это потолок какого-то этажа и в крышевые в пирог крыши вшиты все воздушные, электрические и вода. То есть все в стенах уже зашито. Никаких навесных, никаких труб мимо проходящих стен. Ничего нет. Обычные тубайфоры, типа акцент wall, акустик wall, да? Только просто обычные тубайфоры нафигачены, так вот сделал. И вот это панно, авторская работа, Ребекка Уитакер, 2024 год повесили сюда. Вот специально для нее сделали вот эту стену. Вот о том, что я говорил, что вот это отель, и вот реклама девелоперов, ну, Самкади. Те, кто будет покупать, сюда приходят. Вот, available участок, вот 60-й, вот они белые, да, это как бы, которые, это 80-й,
а вот 60-й. Вот он. Вот, видите, 395 тысяч. Точно такой же участок, только рядом. Мы купили за 350 тысяч. И если мы еще один покупаем второй, то 2 участка нам будет стоить по 325 тысяч. Все покупатели Welcome заходят сюда и видят вот эту цену 395. То есть 395 минус 325, 70 тысяч экономии, которые можно запустить в конструктив дома, в пермитирование и пойти дальше уже на саму стройку. Мне очень нравится вот эта концепция, да, что вы приезжаете, и у вас здесь есть такая стойка, потому что по этой дороге идут все, кто живет в отеле, они идут в ресторан, и вот здесь вот бар. И вы вот здесь, то есть вы впитали саму атмосферу, которая в отеле, вокруг отеля. И вот вы увидели, и вы захотели купить этот дом. Да? Если, многие знают, что в Америке никто за кэш не покупает, прям достали кэш-чемодан. Да? Все моргадж, ипотека, кредиты. И, пожалуйста, любой человек может себе выбрать свой участок, выбрать билдера, как я вам показал ранее, и построить себе здесь дом. Мы это упаковали все в один пакет. То есть мы и покупаем участок, и мы же билдеры, и мы же его продаем. Либо мы его держим, этот дом, для сдачи в аренду, если это комфортно для рынка сегодня. Да? Если это выгодно, то можно его оставить. Если это невыгодно, опять же с нашими партнерами, мы его оставляем, администрируем, сдаем в рент, зарабатываем, ждем повышения equity, продаем, вытаскиваем деньги, либо рефинансируем. Что самое классное в новой стройке, это то, что ты можешь ее рефинансировать и забрать оттуда кэш. Не весь, который ты планировал, да, забрать, но забрать кэш. Еще один маленький секрет. Рефинансируя, ты не платишь налог с дохода. То есть тот кэш, который ты забрал, разницу, да, за 1,5 построил, за 2,5 его оценил и 2 300 получил рефинансирование, вот эти 800 тысяч ты забрал без налогов. Ты их можешь использовать дальше, но не заплатить за них. Если ты продал и получил 1 000 000, с этого 1 000 000 ты обязан заплатить налоги. Либо оптимизировать дальше, да, если ты билдер, у тебя есть каналы оптимизации. Но если ты рефинансировал, вообще никаких налогов не платишь, переводишь в новый объект, строишь новый объект, и вот так вот, таким образом выстраиваешь себе портфолио курортной недвижимости, которая всегда востребована в любые времена. Всегда человек хочет отдыхать. Если вы обратили внимание, да, вот я вам говорю, что сегодня вторник, все парковки забиты. Но я реально такого не видел нигде. Здесь сейчас, вот прямо сейчас будет спа и отдых. Свиминг и фитнес-центр, это чуть-чуть дальше. Тут, можно и пешком дойти, можно, вот есть шаттлы, автобусы, пожалуйста, набираются и едут по всей территории на любые активити. Мы сейчас идем, вот называется Санкадия Social. Это недавно открытое пространство. Кафе, ресторанчики там, пиццерия вроде как должна была открыться, но еще, по-моему, не открылась. Первое, я так подозреваю, что здесь первое было построено, это отель. Так развивается пространство, в принципе, это правильный девелоперский подход. 25 лет назад было запланировано, и еще на несколько десятков лет здесь есть план развития, да, этого, вот этой эрии. То есть построили отель, потихонечку разработали участки, сделали гольф. Вокруг гольфа попродавали участки, построили дома, продали. Построили сейчас вот там магазин, построили фитнес-центр с большим бассейном, по-моему, там 25 или 50-метровый бассейн, сауна, кафе, фитнес, огромное количество тренажеров, там просто, сейчас мы проедем, посмотрите. То есть оно постепенно вот так вот развивается и делается зоной притяжения. Опять же, сам себя продающий проект. То есть приезжают люди, отдыхают, покупают, либо рассказывают самим. То есть маркетинг, идеальный. Я бы сказал, идеальный маркетинг. Вот просто. Нигде вы не найдете ни в Фейсбуке, покупай участок в Санкаде, пока сюда не приедешь. Либо пока тебе кто-то не расскажет. Либо там, это, во-первых, это инстаграмная тема. Мы сюда приехали с женой, она увидела у своей подписчицы или на кого она подписана в инстаграме вот этот вот там типа бассейн, да, что можно, тут мало пространств, где есть бассейн. Вот мы сюда приехали, просто я влюбился в это место, и мы отсюда долго не уедем. Вот эта поляна, здесь проходят концерты.
На 4 июля здесь играли, несколько каких-то рок-групп, там до поздней ночи. Здесь люди, вот тут было забито, я не знаю, как, наверное, на рок-концерте каком-то в этом. То есть они сделали пространство, где они могут устраивать какие-то концерты. Это очень привлекательно вообще для территории, да. То есть если у тебя есть пространство, сцена, ты можешь устраивать различные концерты здесь. Вот такие вот бабушки гуляют по тропинкам. Вот идет стройка, если вы видите. Не останавливается ни на секунду. Здесь все строится, покуда не выпадет снег. И здесь не строят на продажу, здесь строят уже под покупателя, под клиента. То есть мы свои дома строим точно так же. Мы купили участок, мы сделали проект, мы получили пермит, мы получили одобрение Construction Loan, и мы листим сразу дом на маркет. И пока мы его строим, то есть наша задача как можно меньше использовать денег заемных. Как только мы его залистили, пришел покупатель, он идет уже в свой банк, получает моргидж, и нам платит банк, но проценты по этому моргиджу будет платить покупатель. Здесь вечером просто капец. Вот это вот она откроется, где-то вот эта фигня откроется, здесь очередь будет стоять за их булочками, пирожками. Почему, кстати, нам дали хорошую цену на участки? Потому что мы представили наши концепты. Я уже рассказывал про нашего архитектора. Он строит шале в Австрии там, за 30, 40, 50 миллионов евро. И он показал концепцию, с какой он будет заходить здесь в эти проекты, какая концепция домов будет. Они просто влюбились, сегодня вот мы разговаривали, они сказали, мы вам дали такую цену только потому, что нам понравилась ваша концепция австрийских шале. И мы их будем, и это вот то же самое, вот это то же самое, в принципе. Вот весь такой стиль, он будет точно такой же. Вот эти столбы, внешняя отделка, может быть чуть-чуть побогаче, чем вот это будет. Ну, это понятно, это коммершал, и тут не надо ничего такого, главное, чтобы было красиво. Еще не открыли пиццу. Такой вот тут местного производителя, сувениров, да? Это одежда. Это типа супермаркет. Как видите, это вот все, это вот абсолютно новое все. Вот, только вот они его сделали. Сошел снег, и только его сделали. Это таунхаусы, традиционный американский фреймовый дом. Фреймхаус. Вот построены они, укутаны в какой-то экстерьер различный, красивый. Ну все, пойдем. Красиво, да? Деревянный сайдинг, вот такой вид, такой, прям красивый дом. Планировка красивая, да, все красивое. Сейчас мы заедем, там продается один дом, вот человек яхту себе, катер поставил, зачем ты тут? Думает, что в этих озерах можно плавать, наверное, на катере. Я думаю, что это for sale, наверное, замануха. Вот этот for sale, available, вот написано, да? Конечно, посмотрим. Там дальше я был, сейчас мы дальше заедем. В следующем доме. Или нет, подожди, надо посмотреть. Вот этот дом, по-моему, продавал. Вот стройка домов. Это обычный, самые обычные материалы используются, во-первых. Вот просто самые обычные материалы. Чем прекрасен вот этот вот плейт, это тем, что здесь ровные участки. Здесь нету перепадов, здесь нету критических никаких зон. Ты просто берешь, делаешь этот. Вот дом симпатичный такой, весь под дерево. Он, скорее всего, вот он будет подкрашиваться, скорее всего, потому что в таком цвете не оставят, не одобрят это дело. Да, и у них есть прям такой большой райдер, скажем так, на каждый дом, вернее, вообще какие дома должны быть, и мы под этот райдер подходим. Мы подходим уже. И они все темные, чтобы их там не выделяться, я не знаю, почему, может, чтобы медведь не испугался. Заборы не ставят. Чем прекрасны участки в той линии, где мы взяли, сейчас за участками законсервированная зона примерно такой же длины, как сам участок, там никогда никто не будет строиться. И там трейл такой проходит, то есть ты из дома выходишь и по трейлу и пошел либо на велике, либо пешком. И он тут соединяет все эти, вот можно выйти туда, где
резорт, как к бассейну туда проехать. Потом ферма там еще есть такая, ну, фарм. Кстати, мы проезжали, нарушают. Вот эта свалка, она должна быть закрыта. Ну, хотя, если продукты они туда не кидают, то ничего страшного. Но она должна быть вот так, у нее такая, кто-то сломал, видимо. Такая, ну, с крышкой такой. И крышка на такую деревяшку закрывается, чтобы, блядь, никто не мог поднять ее. Вот дом $2 миллиона. Там катер поставили, это так, чисто как маркетинг на продажу. Здесь такую тачку поставили, там Кадиллак они поставили. Я ничего не хочу, ну, как бы, не без критики, но это обычное, абсолютно обычное строительство с обычными материалами, вот даже ну, гаражные ворота, да, вообще просто вот это чуть ли не из Home Depot магазина. Обычный сайдинг Харди, да, все подвесы, все сафиты, фейши, обычная шинглс, крыша. Можно, наверное, зайти, никто уже не работает, ну, неохота туда идти. Соответственно, все это, ну, столбы, вот, ну, все, ну, просто обычно. Внутри там ничего такого ты не сделаешь, прям супер-пупер эксклюзивного. С нашими же домами вот этот внешний вид, он вообще другой. То есть это будет конкретная, как, даже не знаю, изюминка, жемчужина, бриллиант вот в этой эре этот дом. Вот опять же говорю, подписывайтесь, смотрите, следите и увидите, как, чем закончится наше вся это строительство. И когда мы выйдем на рынок, мы, наверное, сделаем такой же большой эвент окончания строительства этого дома, чтобы наши потенциальные клиенты могли для себя как бы оценить качество и вообще концепцию этого строительства. Вот сюда, вот так участок, и вот до сюда все, здесь ничего строиться не будет. То есть твой участок, ты покупаешь вот это, но еще можешь пользоваться вот этой вот, ну, как бы частью. У тебя не будет на заднем дворе еще дома в стенку. У тебя только вот сюда на фронт выходит, через дорогу уже сосед. Ну и слева-право, соответственно. Вторые Биркенстоки, одни уже у Хезела, я тут можно в них ходить и зимой, и летом. Кроксы резиновые, потому что неудобно, натирают ногу. Ну давайте, вот смотрите. Вот 58-й участок, потенциально мы его будем тоже забирать. Вот здесь 57-й участок, пойдем покажу. Вода есть, очень большой лот, абсолютно ровный. Деревья пилятся, ну, подается, ставится дом. Если дерево мешает, уведомляем, получаем пермит, спиливаем и ставим дом. Делаем дорогу, ну, как вот все любые участки, если вот видишь, вот дома. Вот дом хороший. Ну, как, сразу видно, что здесь подходит билдер очень классно. Железная крыша, обогреватели, вот про что я говорил, который, ну, как бы топит снег, и он стекает. Раз, два гаража. Концепция, планировка очень мне нравится, да, посмотрим. Окна, не знаю, окна Милгард, по-моему, обычные американские окна, да. Ничего такого. Какая-то собака спилила дерево нам на 58-м участке, придется его выносить самим. Ну, как бы это не та концепция отду-даду, бабушку селить, там, ну, построй дом еще сразу с тремя, ну, как бы Ты можешь поставить пристройки, можешь, как техничку. Вот мы здесь где-то я видел, есть, ну вот, вон там дом ставит, и вон через дорогу, типа у него как будто бы гараж, но в нем еще вот даже гараж, вход отдельный, это как отдельный дом, там можно комнату сделать. Да, но нет такого, чтобы тут отду-даду и отдельно сдавать его в аренду, тут жить, а тут в аренду сдавать, такое не прокатит. Тот участок, получается, ты, во-первых, ты смотришь типа на озеро, и у тебя через дорогу вот сосед здесь будет. Здесь у тебя никого нету, там гора и законсервированная зона, то есть никто не строит. У тебя здесь он меньше, а здесь он логически, он как бы, ну, владеешь ты меньше землей, как владеешь, но можешь пользоваться больше землей. То есть спокойно туда выходишь, там делаешь и гуляешь, и никто к тебе не будет строить дом потом. А здесь у тебя, ты здесь построишь, а через дорогу, через озеро у тебя начнут там строить дом опять. И ты будешь в окна смотреть на этот дом, и ты из этого окна будешь смотреть на этот дом. А я из того окна буду смотреть на восход солнца. Смотрите, если сравнивать с флиппингом, да, домов, то есть вы покупаете какой-то убитый дом со старым фундаментом, там 79-го какой-нибудь там, да, в лучшем случае, да, там,
а то и как в Пенсильвании, там 20 или 1920 или 12 года, расхераченный фундамент, что-то там слепил это, ты пытаешься его продать. Люди, которые покупают, понимают, что это отремонтированный, а не новый construction. Не дай бог тебе выявили какую-то критическую, как сказать, критическую ситуацию, что там фундамент, инспекция, ты не делал инспекшн, ты не делал пермит, пришел инспектор покупателя и нашел там какую-то эту, тебе надо все переделать, все, ты попал. Здесь ты изначально контролируешь все этапы сам. То есть здесь невозможно ошибиться. Возможно ошибиться только не в правильном подборе земли. Все, здесь это исключено. Просто вот вы видите. Вот просто посмотрите. Здесь это исключено. Уже есть газ, электричество, вода, канализация. Участок. Разрешение, ну, легкое разрешение, получение разрешения на спил деревьев, на его разработку. И что самое классное, в каунти как бы официально девелопер говорит, что разрешение получается за 6 недель, но неофициально это происходит, как все большинство билдеров здесь, это происходит за 2-3 недели. Без всяких там ревью, вопросов, получится, не получится. Главное поставить правильно дом, дать правильный дом, архитектора, и все, и ты начинаешь строить. И вот мы, если видели, да, там заложены фундаменты, хотя, да, они успеют построить дом, возвести его под крышу, внешняя отделка, и на зиму могут зайти вовнутрь, уже отделывать его, и весной выйти на рынок. То есть как бы так работает, да, вам нужно начать строить в июне здесь, к снегу закончить, закрыть дом, внешне, и спокойно заходишь вовнутрь и делаешь там всю эту зимой, делаешь эти работы. Здесь дороги все чистятся, здесь не нужна уже будет тебе зимой какая-то тяжелая техника, там экскаватор или еще что-то, у тебя уже все и так работает. Ну, как бы просто машинки подъехали, карпентеры вовнутрь, и там плинтуса, полы, кухни, кабинеты, ванные, плитку, все, что хочешь делать. В течение зимы это все сделали, и как только снег зашел, а может быть даже не как зашел, а в марте месяце, март-апрель, здесь еще лежит снег. Март-апрель ты можешь уже выставить, здесь красотища, конечно. Просто красота, ты залистился на рынок, люди едут, смотрят и покупают его. А как я уже сказал, что ты можешь залиститься на картинке. У тебя есть земля в твоей собственности, у тебя есть пермит, у тебя есть уже начало рабочего процесса там, по фундаменту, всего остального, у тебя есть уже одобрение construction loan, ты листишься, находишь покупателя, и потом этот construction loan конвертируешь и переводишь на лон, на mortgage покупателя. Все это финансирование. Вот. Это самая классная концепция, но при условии, что покупатель будет на той цене, которую ты планируешь продать. Если этой цены не будет до момента окончания строительства, ничего тебя не держит, у тебя есть подтверждение лона, ты строишься, выставился, покупатель пришел, посмотрел дом и купил по той цене, которую ты ожидал. Да? Если эта цена ниже, рынок такой стоячий, ты просто делаешь рефайнанс и сдаешь его посуточно, помесячно, погодовало, как хочешь, до момента, пока equity не вышло твое. Вот. Потому что как бы девелоперский бизнес не подразумевает создание портфеля недвижимости. Это уже абсолютно другой бизнес, это другое администрирование, как бы другие процессы. Поэтому не каждый билдер, не каждый хочет оставлять этот дом. Как бы он хочет его продать. Но так как мы имеем партнеров, которые желают, то есть мы начинаем строить дом с партнерами, и, как правило, наши партнеры желают, возможно, его оставить себе, чтобы экономить, накапливать себе equity. Таким образом, мы забираем, то есть при рефинансировании мы забираем свою прибыль, они свою прибыль оставляют в доме и занимаются им. И идут на следующий этап, на следующий проект. То есть здесь можно строить вот от 50, по-моему, 69-й тоже еще
Ой, 60-й тоже не продан участок, да. Можно идти на 59-й, 60-й в эту сторону, 56-й, 55-й и до 52-го. Вот эта вся линия, она еще, ну, как бы, она нами забронирована. То есть, если на какой-то участок придет клиент, нам сообщат, и мы скажем, мы либо его быстро покупаем, чтобы эту линию себе оставить, либо, ну, не можем купить, значит, не можем купить. То есть в середине будет какой-то другой человек. Тактика покупки участков есть тоже своя. Никто не любит, что у него слева, справа строится, покупать средний, он пойдет покупать другой. Таким образом мы как бы забронировали. Допустим, мы купили 56-й и 58-й, а 57-й мы как бы не покупаем. Но мы здесь строим, придет человек такой, ой, не хочу между двумя стройками, там сейчас тебе строить что-то, и пойдет дальше туда строить. Вот, ну, как бы пространство хочется, да, людям. Тактика продажи листинг и рендер, да, листишь только рендер, она, ну, работает с теми билдерами, у которых уже есть что показать, уже есть как бы живой проект, который они могут так вот, ну, подвести, показать, какой-то как шоу-хаус, да, или как он называется, шоу-рум какой-то. Вот. Так как у нас нету, этот первый дом, он будет своеобразной визитной карточкой. То есть мы его, конечно, выставим, но если его не купят до момента окончания стройки, то ничего страшного. Он сам себя будет продавать, и он будет продавать наши следующие проекты. Вот. И все, кто желает и хочет поучаствовать в этом проекте таким образом, он может написать комментарий, может написать мне лично, мы обсудим, и вы войдете в наш консорциум, в наш пул партнеров и будем строить. Концепция этого места, она, я уже еще раз и буду повторять постоянно, она продается, это место продает само себя. Здесь не нужно делать какой-то колоссальный маркетинг. Здесь достаточно просто покупателя потенциального отправить в лаунж, в фитнес, на гольф, и он купит. Все, тут, ну, нет других вариантов. И еще если тот дом, который, это будет такой именно дом, ну, которого вы здесь вот не видите. Вот вы не увидите этот дом. И у нас будет видео, как он строится, да, в процессе, ну, как этот дом строится, как он вообще строит, как он выглядит. Ну, это будет экшен. Это будет взрыв мозга на американском рынке, вот 100%. Ну, ничего такого не строят. Я знаю, еще раз повторюсь, я знаю, где строят на том побережье дом. Но что-то, во-первых, долго, не знаю, как, почему так случилось. Во-вторых, это, ну, это такая прямоугольная коробка, как бы, видимо, может быть, ребята изучают рынок, да, чтобы, ну, не попасть, да, это такая, ну, это очень просто строить прямоугольный или квадратный дом, да, внутри просто делаешь перемычки, и стены идут, ну, как бы квадрат, или, а вот такой угловой, там, у тебя 2-3 уровня дома, это уже, как бы, другая концепция, тут нужно уже архитектору поработать с концепцией правильно поставить по сторонам света. Если есть перепады, как наш архитектор говорит, дайте мне неровный участок, что вы мне даете ровный участок, я хочу сделать, поставить дом без изменения рельефа так, что он просто врастет в эту гору. Как бы. Вот так. Потому что человек строит в Австрии, ну, понимаете, да, там горнолыжки, все на горах, он там строит дома, ну, проектирует эти дома, и его компания подрядчик строит эти дома. Кому интересно, как развивается этот проект с этой стройкой, то есть мы будем показывать, ну, сейчас мы показываем, как мы купили участок, за кадром идет процесс получения пермитов, потом мы сможем увидеть вживую, как готовится фундамент, как подготавливается участок, как делается фундамент, как строится сам дом. И если вы подпишетесь, поставите лайк, нажмете напоминание, вы всегда будете в теме новой стройки в Америке. Ну, даже вот если взять, ну, хотя нет, он как бы нормальный, да, но он обычно, у меня дом сейчас такой же за 500 тысяч, который за 540 я покупал в Бонни Лейк. Ну, он меньше, конечно, такой квадратный, как бы, да, как я говорю, самый простой. Но это то же самое. Просто снаружи какие-то такие сделаны декоративные моменты. Внутри может быть там какая-то кухня там с каким-то кварцем стоит, там может быть, не знаю, что там еще есть. Ну, вот такие окна витражные, хотя у меня тоже такие окна высокие.
Это такой сарай, который, если его взять отсюда и перенести куда-то там, я не знаю, ну даже ближе, может быть, к Беллове, он будет стоить 1,5 миллиона, а здесь он будет стоить 2,5 миллиона. Вот, ну и все. И я знаю, что как он внутри устроен, этот дом. И я знаю, что можно построить другой дом. Конечно, я этот не буду покупать. Конечно, я буду пытаться построить дом, ну, абсолютно другой. Вот мы этот первый построим, второй, первый, вернее, на Колми Пас, здесь второй, потом третий, 3 дома построим, все это будет уже визитная карточка, и дальше уже, ну, соответственно, дальше уже будет другой партнерский вход. На данном этапе еще как бы льготные условия, скажем так, дружить с нами. Поэтому, ребята, welcome, приходите, мы будем строить другую Америку, как говорится. Трейл пошел вот так вот туда. И вот мы сейчас приедем на наши другие участки. Ну, ты вышел гулять и пошел. У тебя часто идешь и гуляешь. В чистом воздухе, без всяких машин, за зверьками, оленями, и кого там только нет. Вот, мы сейчас заезжаем в наш Нельсон Рич, вот называется. Это наш следующий проект. Здесь, конечно, участки больше, но дороже. И осталось всего 3 участка, которые мы благополучно забронировали, и сейчас ждем финансирования на них. Здесь все продано. Sold, опять sold. Сейчас поедем по кругу и проедем. Вот наши участки здесь с другой стороны, слева. И вот sold. И вот опять же мы приходим к концепции качества строительства. Обычные американские дома. Здесь уже дома, если там, где мы были на маленьких участках, дома стоили по, ну, от 2,5 до 3, то здесь уже от 3 до 5 миллионов. Потому что здесь участки больше, здесь маленькие, здесь, ну, здесь больше. Здесь мы берем акр, там 1/3 акра, здесь акр. Гора, заезжаешь, ну, и ты должен строить вот в этих условиях. Стройка дороже немного становится, ну, немного, чуть-чуть дороже. Чтобы вы понимали, это уже город Рослин. Вот, смотри на карту, это город. Я думаю, что за сарай? Это город. Это уже другой город, просто, ну, как бы город Рослин, да, называется? Роналд. Вот. Да. Очень аутентичный город. У него, кстати, проходит фестиваль, не помню, то ли осенью, то ли весной, такой на кантри. И на него съезжается с Калифорнии, приезжают люди, ну, короче, с Портленда, не знаю, чем он там берет, что это такое, ну, какой-то там у них фестиваль есть. Но это классная жизнь. Это, вот, ну, во-первых, ты спокоен, у тебя нету стресса городского никакого, воздух чистый, ощущение того, что ты живешь в доме там за 3,5-4 миллиона, как-то вот само себе вот так вот оно как-то вот прям взбадривает каждое утро, что тебе нужно моргидж платить, где-то бабок заработать. Чем дороже дом, тем качественнее жизнь. Вот этот дом неплохой по планировке. Материалы обычные американские. И вот там сейчас дальше, я сейчас посмотрим, можем там даже остановиться. Вот этот вот дом. Вот мне нравятся плоские крыши. И, скорее всего, здесь технология отопления крыши, потому что маленький слоп. Нельзя, чтобы снег лежал. Потому что, ну, реально кажется, что снег у нас такой, как это, пушистый и мягкий, да, но он очень тяжелый. И когда он накапливается... здесь солнечные панели на нем. Вот мне нравится концепция вот этого дома. Вот этот дом, вот он классный. Да? Вот там веранда, там у него, по-моему, будет бассейн, хот-таб туда, на ту сторону. Еще здесь... газ, кстати, да, есть газ. Солнечные панели и вот эти вот отопления, она отапливается и стекает вода с ней. И она железная крыша. А вот вид, вот просто посмотрите, какой вид. Ну просто вот каждое утро ты можешь смотреть на это. И то же самое на наших тех 3 участках, такой же вид, он чисто видовой. И у них стоимость уже 690, 590. Вот эта вся гора. Здесь можно прям построить 3 офигенных, крутых очень дома. Сейчас остановимся. И вот здесь акр, и туда бесконечно можно идти. Мы тут шли. Как наш архитектор сказал, дайте мне неровный участок, сказали, ну вот тебе, пожалуйста, на, ваяй.
Пойдемте, я вам покажу, что здесь на самом деле, из-за чего он стоит таких денег. Это как бы 9-й самый сложный рельеф у него, у этого дома. Там еще 10-й и 11-й. Это каждый участок по одному акру. Сложно. Тот 11-й более-менее ровный, 10-й чуть-чуть, а этот прям вот у него такой горб. И здесь будет, ну, шедевральный какой-то дом. Вот здесь наверху это пятно застройки. Вот там дорога, здесь пятно застройки, здесь вниз каскад. Здесь бассейн. И вот такой вид. И вот участок вот до этого трейла. И вот вы прям вышли, вот трейл, о чем я говорил. Сели или пошли, или поехали на велосипеде и катаетесь. Но вот этот вот вид один. Там даже гольф мы уже видим. И он вот примерно отсюда и далеко до туда. И это 1 акр вот этого всего. То есть вот здесь строится дом, там драйвей, подъезд. Можно каскадами там что-то, гараж какой-то еще поставить. И вот так вот он туда вот так вот пошел. И до одного участка, который там 12-й чувак купил, билдер. И он уже, кстати, залистился по той технологии, как я говорил. Он еще дом не построил, он просто поставил такую вывеску. Здесь будет такой дом. И на MLS у него листинг. Идите, покупайте. По-моему, 3,700 миллиона он его поставил. Вот, но он не сильно большой по концепции. Здесь дома надо ставить минимум 4-4,5 до 5000 сквер-фит. Потому что как резиденция сам участок огромный. Вот с таким вот небом. И вот с таким вот видом каждое утро можно пить свою первую чашечку кофе. А воздух? Какой воздух? Печалька, надо ехать. Ну вот еще, кстати, одно активити. Посмотри, детская площадка и там еще бассейн. Здесь тоже. 2 бассейна в зоне в этой. Сейчас мы взяли курс обратно на Сиэтл. Автопилот очень сильно помогает. На следующей неделе мы будем иметь полную картину по всем планам. У нас будет стоять дом, и мы подадим на пермит на первый участок, который на Горнолыжке. Здесь, в этом, не побоюсь слова, самом лучшем месте на сегодняшний день в штате Вашингтон, в Санкаде, курортном в этом месте. Мы сегодня забукал я еще, мы подписываем вот эти 3 участка, которые мы сейчас были последние, сложные, дорогие, которые, да, мы подписываем. И партнеры вносят your money, и дальше будет клозинг. Но здесь у нас клозинг будет чуть дольше, порядка 3 месяцев, и мы, скорее всего, здесь начнем строить уже весной конкретно, потому что это такой сложный рельеф, сложный, и дома другие больше, реально больше. В принципе, даже те, кто смотрит сейчас это видео и хочет зайти, не покупая, ну, на те участки, которые мы уже приобрели, на стадию строительства, то мы также можем рассмотреть партнерское участие без привлечения construction loan. То есть заходите, пишите, звоните, договоримся, обсудим. То есть партнеры на саму землю уже есть, и мы можем принять еще партнеров на construction финансирование. Меня зовут Олег Тарасов, девелопер курортной недвижимости в Америке. Кто хочет строить с нами, зарабатывать с нами, иметь офигенный экспириенс в новой стройке, в элитных лакшери сегменте, подписывайтесь. И самое главное, пишите комментарии и следите за нами во всех социальных сетях, которые есть в описании, в том числе здесь на YouTube. В следующих сериях вы будете видеть все, как оно происходит. А если вы хотите быть участником нашего фильма, звоните, пишите. До следующих встреч. И, кстати, если вы не видели предыдущий фильм про лакшери флиппинг в Редмонде, наш фильм, посмотрите здесь или здесь, мы поставим ссылочку. Очень интересный, познавательный, кстати, фильм, если вы хотите заниматься флиппингом.